Здорово, народ! Канал Лечу на рыбалку, канал про спиннингизм не только. Он сзади, видите, стоит Димас. Мы на пляже Януи. Это такой, типа, не очень популярный среди туристов пляж, но популярный среди местных тайцев. Да, маленький такой, каменистый, немного пляж. Вот, но зато здесь есть рыбешка. Сегодня более-менее норм погоды. Сейчас взяли 2 каяка и рванем пробовать в отвес, ловить, в общем, местных каменных жителей. Вот, что получится, вам покажем. Сейчас распилим с ним кальмара, возьмем по 1,5 воды, вот, камеры и вперед. Ну, ребята, вот здесь вот мы взяли каяки. Каяк стоит 100 бат 1 час. Туда вот за камни сейчас зайдем, и, ну, уже вот здесь вот рыбы довольно-таки много, но не крупный. Мы с Димасом такие палочки взяли, в общем, 1,90 м. Вообще ништяк. В отвес сейчас будем. Как давно, ребята, я, в общем, не щеголял на каяке. Есть, кстати, классные каяки. Смотрите, какие здоровые. На таком каяке реально не страшно. Ну, он, конечно, немного узковат, но зато скоростные характеристики приличные. Ох, ребята, прям вообще ощущаю свободу, честное слово. Такая красота. Когда на лодке выходишь, конечно, своя романтика, но когда ты выходишь на каяке, у тебя прямо просто вот полный контакт с природой. О, ребят, смотрите, такой кальмарчик нарубил. Вот, и обязательно надо солененькой воды ему подлить, вот, чтобы он в соленой воде, в общем, себя хорошо чувствовал. В соленой воде все уже, если даже жарко будет, он не протухнет. Ну, по крайней мере, он, ну, долго прям, ну, на день точно хватит. Спасают вот такие вот гермосумки. Вот, сюда все запихнул. И туда вот назад в каяке шваркнул. Вот. Ну, есть риски, конечно, что она поплывет куда-нибудь, но чаще всего это замечаешь и подбираешь, в общем, ее. Ну, вот. А я вот достался, и вот такие вот сейчас надену гермоносочки. Вот, потому что, когда длительное время в воде, даже если она теплая, как здесь, ревматизм дело такое, в общем. Я рыбачил на Кольском полуострове. О, там в реке, в общем, простоишь целый день. Ну, буквально, в общем, за пару дней там рыбалки просто вообще аж коленки начинает ломить. Хотя там у тебя термуха, флис, забродники. Вот, казалось бы, никаких проблем, но нет. Эхолот практик, ребята, он, конечно, просто выручает. Есть еще диппер, но у меня вот зимней рыбалки практик остался. Я его юзаю и вообще просто очень доволен. 3,2 метра глубина, рыбы нет. Да, ну, в общем, все как обычно, сейчас будем искать. Зацените лайфхак. Как опустить правильно датчик эхолота практик. В каяке он есть сливное отверстие. Туда раз. Все, так вот ногой прижал. Вокруг ноги разочек накинул. О, представляете, и все. И просто офигенная машина. О, смотрите, какая хорошая рыба. Видали? Проплыла. Здесь это уже можно пробовать. Ну, сейчас я с этой точки уйду. Потому что тут ребят кидают, чтобы мне мешать. А сам он оттуда от мыса начну. Значит, рыба есть. Это радует, ребятушки, меня. Вот надо пробовать рыбачить, вот где пена собирается. Вот туда, значит, приносит всякую там морскую еду. Там битую рыбешку. Вот. Ну и, в принципе, всякий морской мусор тоже рыбу привлекает. Вот. И часто бывает, что вот около этой пены, помимо таких постоянных жителей, вот, тоже крутится какая-то более-менее крупная рыба. Вот. Поэтому мы сейчас вот как раз вот здесь вот и начнем. А это, ребят, мыс Промтеп. Это самая южная точка острова Пхукет. Вообще красивейшее место. Вон там его окончание. Вот. Но только надо аккуратно, потому что когда волны поднимаются, а тут периодически, в общем, людей смывает. Ну и не все вылазят живые, к сожалению. Поэтому место такое, конечно, прям ощущается здесь море. А вот там все, вот там вот открытое море, соответственно, и вот там Индийский океан. Вообще крутяк. А Димон, вон он, где Димон, думаю, вон он, Димон, там уже пробует рыбачить, походу. Вам заодно покажу. Вот такие вот использую оснастки. Раньше сам вязал, но практика показала, что вот эти все-таки поэффективнее. Ну, у них, правда, крючки не очень, в общем, такой компромиссный вариант получается. Стоит в магазине рыболовном 30 бат, вот это в данном случае, но обычно там 30-35 бат. Вот все, там 5-6 крючков у вас, вот у меня 6. Крючки номер 18. Вот. Меньше не берите, то есть даже если рыбка мелкая, я вас уверяю, берите крючки покрупнее, там она заглотит без проблем. Вот, главное, чтобы крючок был такой более мощный и просекал ее. И вот такую оснасточку разматываете, на конец вешаете грузик там. Вот в моем случае, если я там, там до 10 метров рыбачу, то там 30-40 грамм вполне достаточно. Вот.
И все, и вниз прям вертикально вот опускаете. Сейчас покажу, как бы и кальмар насадили, и рыбка клюет. Вот так вот выглядит без упаковки. Так вот крючки прям снимаете. Леска довольно-таки толстая, сильно не путается. Дальше вот это все дело надо так вот растянуть. Ну вот снизу, видите, вот такая вот петелечка здесь. Я вот такие груза использую, но у меня они заканчиваются. Вообще любые пойдут, но вот такие вот продолговатые хороши тем, что их меньше в камнях замыкает. Вот. И вот так вот, как бы петля в петлю. Видно вам? Вот есть петелька на конце. Сюда вставляете заводное колечко. Ну, или ушко, да, грузика. Обратно грузик выводите в эту петлю из лески и затягиваете. А за верхний вертлюжок цепляете уже основную леску спиннинга. Вот такая получается оснастка. Бомба! Все, сейчас кальмара, в общем, на крючок, донку в воду. Выдали мне вот такой вот браслетик со временем. То есть я взял в аренду каяк, получается, с 11 до 15. Но если я позже вернусь, то как бы я просто доплачу еще по 100 бат за час. Вот, поэтому в целом вообще не тороплюсь. Времени навалом. Вот. Часика 4, ребят, на каяке, на мой взгляд, достаточно. Там 4-5, а спина просто отвалится. Вот. Ну, в общем, удобно. Сейчас давайте я вам покажу, как насаживать кальмара. Я вот такими полосочками он нарезаю. Как-нибудь видео сниму. В общем, как правильно разделывать кальмара. Там, если кому будет интересно, пишите. Сделаю, соответственно, это побыстрее. Вообще можно ловить, и вот так как люрикс есть, и вообще без насадки на вот эти оснастки, но не так эффективно получается. Кальмаром лучше. Кальмарчик пробиваете 2 раза. Вот так вот, раз и 2. То, что какой-то кусок висит и так далее, это проблема только когда маленькая рыба совсем клюет. Вот. Но я как бы ориентируюсь на более крупную, поэтому я стараюсь куски покрупнее делать. Вот, для того, чтобы рыбешка подплывала, она подъедает. Вот, и когда кусман кальмара большой, как бы остается на подход более крупной рыбы. Вот. А если кусочек сразу маленький, она объедает и все. Вот. Ну и крупная рыба, она не интересуется такими маленькими шматками. Вот. То есть ей нужен всегда кусок побольше. То есть, на мой взгляд, вот это вот оптимально. Вот. То есть если хотите, чтобы лучше рыбе в рот залетало, пробейте просто 3-й раз. Вот. Но видите, для этого крючок нужен таких как бы более приличных размеров, чтобы как бы он позволил вам вот так вот 3 раза насадить кальмар. Ну вот так вот вообще будет типа прям самый смак. И у кальмара остаются при разделке вот такие вот щупальцы. Вы их не выбрасываете. Рыбешка тоже их очень любит. Они хорошо сидят на крючке и вот так вот там играют. Вот. Часто бывает вообще прям очень эффективно. Сегодня такой оптимальный ветер. Хорошо, что, в общем, не в открытое море несет. Потому что когда в открытое море, это вообще стрёмная история. Сейчас давайте проверим рыбу. В общем, если рыба есть, то мы ее поймаем. А рыба, походу, есть. Посмотрите, камни, камни, камни. Камни, камни. А, вот, и вот она. Рыбешечка в камнях стоит. Вот, видите? Вот она, рыба, рыба, рыба. О, хорошие рыбешки попались. Вот так вот носом постараюсь быть к камням, чтобы в случае чего можно было оперативно отойти. О, пошли поклевки, ребят. О, видно вам? О, заработала смена. О, видите, я прям в самой пене. В общем, первый обрыв было 6 крючков, стало 4. Ребят, солнце печет. Чтобы солнечный удар не получить, я вам рекомендую вот так вот окунать рукава. О, подмышку затекло. Вот, потому что здесь вот вены проходят, и у вас, соответственно, ветерком будет охлаждаться эти участки, будет охлаждаться кровь, вот, и разноситься прохлада по организму. Так вы солнечный удар не словите, ну, вероятнее всего. Ну, в общем, так легче жару переносить. В общем, кайфец, ребят, вдоль вот так вот скал ходить. А когда штыляк, вообще одно удовольствие. Прям рыбу визуально видно. Не нужны никакие холоты, вообще ничего. Просто плывешь, периодически останавливаешься, рыбку присматриваешь. Мне кажется, я сейчас выгляжу просто как довольный слон. Я не знаю почему, но когда вот нахожусь на воде, ну, конечно, наверное, не в шторм. Хотя и к шторму я уже, ну, такому слабенькому я уже более-менее привык. Вот просто, да, вот я сейчас нахожусь, то есть довольно-таки как бы безопасная обстановка. Вон, Димас там сзади плавает. Вообще, ну, просто кайфово. Вот. Я не то, что, знаете, говорю, что в целом здесь, наверное, многим будет кайфово. Я прям имею в виду, что вот я на простом каяке, представляете, вот у меня одна удочка в руках вообще просто. У меня там вещей с собой маленький кулечек вообще. Я просто несказанно счастлив. Если с каяка не рыбачили, я вам очень рекомендую. Но выбирайте только хорошую погоду, чтобы не было волны. Вот, тогда кайфанете просто по полной. О, рыба! Рыба, Дим. Вот она. О, ребят, вот. Смотрите, сколько рыбы. Вот надо такие вот зоны искать, чтобы прям вот... Ни хрена себе, смотрите, какая плотная стая. Офигеть!
Слушай, прям сбрасывай быстрее. Прям рыба до хрена. Че уж... Блин, слушай, уже свалила. Обидная история вообще, не успеваешь. Раз, и она прошла. Сейчас я тут Диме конкуренцию составлю. О, рыба! Блин, взял, нет? А, взял, да. А, ты такого же группера поймал? Блин, ну мелкий, конечно, но приятно. О, ребят, кто пойдет, в общем, с пляжа Яную рыбачить на каяке, вот около этого камня начинается рыбешка. Ну, вот такие приятненькие. Ну, крупнее тоже попадают. Сейчас будем пробовать дальше. У меня, видите, тут на резиночке специальный инструмент. Раз. Опа, извлек. Все. Давай, мы тебя покормим. Давай. Оп. Блин, да у него просто этот кусок вообще пассив пропал. Давай нормальный кусманчик тебе дам. О, давай щупальцу. Ребят, кормите и отпускайте рыбу. О. Все, давай, закрывай рот. Давай, приятного аппетита. Сейчас, представляете, меня выкинет вот на этот камень. Да, это будет, в общем, потеря всех вещей, я думаю, нафиг. У меня эхолот не привязан, это, конечно, неправильно. Эхолот надо обязательно привязывать. А вот это, кстати, вон, видите, прям передо мной. Это пляж Найхарн. А мы стартовали вот оттуда, чуть правее с пляжа Януи, вот там вот. В общем, не знаю, как я здесь буду рыбачить, я прям впритык к этому камню подошел. Честно говоря, почему-то даже не стрёмно, но это плохо. Должно быть стрёмно. Потому что если не страшно, долго не проживешь. Ну, цените, плавают почтовые отправления. Постараюсь с собой взять. Дима спасается от столкновения. Мы уж, Дима, почти до открытого моря, елки-палки, дошли. В общем, все, я уже вышел за границу Пхукета. Вот это все, представляете? Вот этот мыс Промтеп, это вот прям самая-самая южная точка Пхукета. Дальше все, открытое море. В общем, сейчас буду стараться держаться носом вот так вот к волне. Вот для того, чтобы, если большая волна будет накатывать, чтобы я мог за весла схватиться, ну и, соответственно, как бы выйти на эту волну и меня не кильнуло. Тут глубина побольше, поэтому надо докинуть грузов. Сейчас покажу вам лайфхак, как просто на леску груз надеть. Вот так вот берете запас небольшой лесочки, пополам складываете и продеваете в ушко грузика. Грузик в образовавшуюся петлю из лески. Вот, и вот так вот затягиваете. Все, о, готово. Вот, ну и можно, соответственно, это все как бы пониже там при необходимости опустить. Вот такая гирлянда. Если надо снять, точно так же вот так вот леску туда вот так проталкиваете, ну вот, и снимаете. Дим, здесь рыба! Сейчас Диму сразу позову, пока там рыбёх не свалила. Ну-ка, кого я там поймал? О, господи! Маленький люцианчик, смотрите какой. На, хочешь кальмарчика вкусненького? Давай. Давай. Давай, ням-ням. Оп. Ну-ка покажи, что поймал. А, пухетскую барабулю. Рыба по эхолоту пошло. Смотрите, долбежка началась. Есть! Слушай, что-то нормальное, Дим. Гнет. Смотри, как гнет. Офигеть. Запоминай точку, Дим. Глубина 13 метров. Прям почти, получается, напротив мыса. О, вот это уже поинтересней. Смотри, снайпер. Какой снайперочек, а? Смотрите, зубежки-то есть у него, товарища этого. Сейчас я этого снайперочка закуканю. Ну, братва у меня, смотрите, какой кукан. Весь такой уже, в общем, он ржавенький, вот, но рабочий. Простейшая конструкция. Рыбу можно вот так вот, только лучше не через жабры, а вот так вот ее вот здесь вот пробивать. Она так остается живой, потому что если металл по жабрам шаркает, то она быстро умирает. Ну, просто жабры повреждаются и все. О, так, а что у нас там еще же рыба есть? Ну и давайте вот этого люцианчика тоже заберем. Еще один лайфхак. В общем, как сделать так, чтобы у вас груз увеличился в весе, а у вас только, допустим, мелкие. Вот, берете вот так вот, разъединяете одну чебурашку, одну надеваете на другую, вставляете их паровозиком. Опа! Все. Сейчас, соответственно, вот сюда вот подвяжусь. Вот, и у меня будет не 30 грамм, а 60. В общем, ребят, на дне так до хрена рыбы.
Я даже заранее включил. О, смотрите. В общем, я думаю, сейчас прям херанет. А рыба по-прежнему... О! Видели? Поклевка. Ну, давай, 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 давай. Грызет, 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 грызет. Мимо. Так, давай, нам хорошую рыбу надо, хорошую. А, есть! Есть, взял! Есть! О, давит, смотрите, давит. Кто там? Маленький снайпер. В общем, на этой точке снайперы стоят, походу. О, смотрите, какой снайперок. У Димаса загнуло, ё-моё. Что, тебе помогать? А, 2 снайпера, елки-палки. А ты с одним крючком гонял, смотри, поставил побольше крюканов. Сразу прям по 2. Ну-ка, покажи. О, да, вообще нормалек, красавчик, поздравляю. Я пойду точку фиксану сейчас, чтобы мы ее не слили. О, ребят, смотрите, Димас поймал, а вот я до этого поймал. Ребята, смотрите, сколько рыбы, просто охренеть. Жесть! Ну, давай, 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 клюй. Не орать так, Дим, как ты думаешь? Эмоции переполняют, вообще жесть. О, подсел рыбешка, но это какая-то не крупная. Наверное, опять люцианчик. О, господи. В общем, это lizard fish и маленький группер. Но этого группировочка, понятное дело, мы отпустим. А вот это, ребят, сейчас я вам покажу. Монстр. Это lizard fish. Смотрите, какой зубастый вообще. Мне кажется, он сам бы себя сожрать мог, в общем. Настолько широкая пасть, просто огромная. По сравнению, тело как сосиска, а пасть вообще просто жесть. Но лизарда тоже отпустим, в общем. Его тут, ну, не рассматривают как какую-то там гастрономически вкусную еду. Вот. Так что повезло ему. Глаза какие, да? А, прям смотрит на нас. Отпустите меня быстрее, да иди, иди. О, смотрите, там наверху какой-то кукурузник полетел. Вообще редкость для Пхукета. Как же красиво все переливается. В общем, буду потихонечку заканчивать рыбалку. Сейчас двинусь уже в сторону точки старта. Вот. Ну, по дороге буду подлавливать, там периодически останавливаться, выхолод посматривать. Вот. А так на сегодня что, нормально. Так, снайперков немножко подловили, там еще у Димы есть. Вот, мелочь поотпускали. Вот, сейчас порадуем местного тайца рыбешкой на зарешку. А вам спасибо большое за просмотр. Вот, очень приятно, когда вы ставите лайки, когда вы подписываетесь. Да, ну и будем на связи, если что, в описании ссылочка на группу Telegram. Все, всем пока, удачной рыбалки. Дима шпарит так, ё-моё, еле его догоняешь. У него как будто на моторе, в общем, идет. Заходим на базу. Там уже столпотворение, я, в общем, следующий. Иду на таран! Привет, дружище! Ты куда заплыл? My friend, fish for you. Oh, thank you, thank you. Yeah. And can you, how much fried one fish for us? One grouper for my friend. О, ништяк, ребят, нам сейчас рыбки пожарят. И очень печальные новости. Походу, Дима слил телефон. В общем, я взял том-ямчика, вот, а Диме принесли жареного группера. Сейчас я вам покажу, просто офигенно, ребята. Вот он, красавец. Он мне обошелся в 100 с чем-то тысяч рублей. Да. Я его поменял на iPhone 14 Pro. Да, так что знаете, в общем, теперь где-то там между, в общем, пляжем Януи и Найкарн на дне лежит iPhone. Либо на очень вкусно. Все, всем приятного аппетита, ребята. Давайте, в общем, перекусим. Пока-пока.